каждом виде спорта есть своя легенда. Месси в футболе, Леброн в баскетболе, Каспаров в шахматах. В покере такой статус принадлежит великому игроку Филу Айви. Это скромный, на первый взгляд, парень, один из лучших игроков в мире. Он играл самые дорогие турниры, а закрытых кэш-игр, в которых принимал участие Фил, и вовсе ходят легенды. Кто же такой Фил Айви и как он стал одним из величайших игроков? Сегодня мы расскажем полную биографию бездомного Джерома. Вы на канале Академия Покера, устраивайтесь поудобнее, будет очень интересно. И перед тем, как мы начнем, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Покер-рум, покерок. Большое поле турниров. Еженедельный фриролл $200. Бонус 100% на первый депозит и, конечно же, встроенный хат. Больше информации в описании под видео. Знакомство с покером случилось в 8 лет. Дедушка будущей звезды любил играть в семикарточный стат и дал внуку несколько мини-уроков. Покер заинтересовал мальчика, и детская увлеченность быстро переросла в серьезный интерес. Родители были не в восторге от недетского хобби сына и несколько раз пытались запретить играть в покер. Как вы догадались, у них не получилось. Уже в 16 лет подросток стал постоянным клиентом казино в Атлантик-Сити. Закон запрещает игру в таком возрасте, но Айви сделал поддельные документы. Сначала дела у юного Фила шли не очень. Несмотря на уроки от дедушки, он проигрывал. Как показало время, проигрывал не впустую, а конвертируя проигрыши в бесценный опыт. Сливая за столами наличные, он следил за реакцией и эмоциями опытных игроков, создавал собственное видение игры. Несмотря на беспросветную черную полосу, Фил почти не вылезал из казино, за это и получил прозвище «Бездомный Джером». Тогда никто не назвал бы юношу талантливым игроком, но Фил целенаправленно шел к мечте стать профессиональным покеристом. Ради этого он даже пожертвовал перспективной работой в телемаркетинговой компании. Страсть, практика и работа дали результат. 1 декабря 1998 года Фил Айви прошел в призовую зону турнира по семикарточному стаду. Приз $1000. Он продолжил играть в кэш и копить банкролл и стал плюсовым игроком. В начале нулевых Фил дебютировал на ВСОП и с первой же попытки смог дойти до финального этапа в турнире по подлимитной Ямахе. За финальным столом он сидел со сложившимися звездами Филом Хельмутом и Амарило Слимом. Айви удалось их обыграть, получив кроме славы золотой браслет и $195 тысяч призовых. В тот момент парень понял, что все оппоненты не слишком сильны. В 2002 году Айви громко заявил о себе на ВСОП, выйдя из турнира с 3 чемпионскими браслетами по семикарточному стаду. В 2003 году покерист дошел до 2 финальных столов ВПТ и 3 на ВСОП. Еще более насыщенным и прибыльным оказался 2005 год, на который пришлось 2 финальных стола ВПТ, первое место в турнире Монте-Карло Миллионс, приз $1 миллион, победа на ВСОП в турнире по подлимитной Ямахе $630 тысяч и 5-й браслет. Второе место в круговом турнире на озере Тахо-Хара. Победа на Full Tilt Poker Invitational Live from Монте-Карло и призовые в $600 тысяч. Выигрыши с 2006 по 2008 год составили примерно $4 миллиона. Из них $1 590 000 в турнире La Poker Classic в рамках ВПТ, где игрок взял первое место. 2009 год тоже стал удачным, покеристу удалось увеличить банкролл на $1,4 миллиона и добавить в коллекцию еще 2 чемпионских браслета. В 2010 году он признан лучшим покеристом десятилетия согласно Bluff Magazine и стал в один ряд с Филом Хельмутом, Дойлом Брансоном и Джонни Ченом. Выигрыш за год $1 600 000. В 2011 году Фил взял паузу, а в 2012 году грандиозно вернулся на покерную арену. $2,2 миллиона стали призом на чемпионате Aussie Millions Poker. На ВСОП он играл за 5 финальными столами, но ни за одним не смог забрать первый приз. В следующем году на ВСОП Asia Pacific Фил получил 9-й браслет и пополнил состояние на $17,5 миллиона. Однако, несмотря на выигрыши и большой вклад в популяризацию покера, Фил так и не избран в зал славы покера, хотя неоднократно туда номинировался. Сегодня его кандидатура даже не появляется в номинациях, что достаточно несправедливо, учитывая заслуги Айви. В онлайне Фил долгие годы доминировал за самыми дорогими столами холдема, амахи и смешанных игр.
Сначала под собственным именем как амбассадор Full Tilt Poker, затем на Poker Stars под ником Race Ones и Polarizing. В это время были разыграны рекордные банки, а некоторые из них удерживают лидерство по сегодняшний день. Но в 2010-х годах в мир покера приходят молодые звезды покера. Это профессионалы с математическим подходом к игре. Побеждать на одном таланте становится сложно, и желающих экшена на заоблачных лимитах становится все меньше. Приходит эпоха покерного софта, и Фил полностью переключается на офлайн. В 2001 году успешный бизнесмен и миллиардер, а по совместительству заядлый покерный игрок Эндрю Билл бросил вызов про-покеристам. Он заявил, что при игре на сверхвысоких ставках его соперники будут нервничать и ошибаться. Профи в ответ создали корпорацию «Объединение акул». Они сформировали общий банкролл для совместной игры в лимитный холдинг Heads Up на блайндах 1000-2000 долларов и выше. В корпорацию изначально вошли Чип Рис, Дойл Брансон, Дженнифер Харман, Чао Джанг и другие профи. Айви присоединился к компании в 2002 году. В первой же совместной игре против корпорации Энди слил весь банкролл, более 1 миллиона долларов, и в полном разочаровании вернулся домой. В 2003-м Билл вернулся в казино Белладжио, чтобы свести счеты с корпорацией. В процессе он уходил в плюс на 5 миллионов долларов, но к концу следующего дня остался без фишек. Несмотря на обещание больше не садиться за стол, Энди попытал судьбу еще и в 2004 году и оставил корпорацию в минусе, уйдя из-за стола почти с 12 миллионами долларов. На этом хорошо было бы остановиться, но в 2006 году бизнесмен решил окончательно наказать профи. На первом этапе в начале февраля Билл проигрался на 3,3 миллиона и уехал, по-видимому, снять больше наличных. Вернувшись через неделю, за 4 дня он вернул проигранное и еще 10 миллионов долларов сверху. Тогда за стол с Энди сел Фил и подтвердил неофициальное звание сильнейшего покериста мира. По итогам трехдневного соревнования он принес корпорации 16,6 миллионов долларов, на 3 миллиона больше, чем выиграл Билл. После этой истории Эндрю Билл больше не садился за стол с профессиональными игроками, хоть иногда и посещал Белладжио. В 2013-м Фил открыл собственный рум Ivy Poker, а в 2014-м запустил и одноименную покерную школу Ivy League. Тренерами стали профессиональные покеристы Эндрю Лихтенберг, Дэн Смит и Тони Данст, а также партнер Ivy Аарон Джонс. Школа должна была стать новым прорывом в обучении покеру, учитывая звездный состав. Однако популярности она не взыскала и уже спустя некоторое время закрылась. Конкретные причины нежелания Ivy развивать проект или же нерентабельность бизнеса неизвестны. Первой именной комнатой Фил обзавелся несколькими годами ранее. В честь него была названа новая покерная комната в его любимом казино Aria, Ivy Room, где, естественно, играли только самые высокие лимиты. Так продолжалось на протяжении 9 лет, когда владельцы казино вдруг решили провести рембрендинг комнаты. Без каких-либо анонсов табличка Ivy Room исчезла со входа, а заменили ее скромная вывеска Table One – стол номер 1. Игроки стали задавать много вопросов, на что организаторы ответили коротко – ничего не вечно. В покерном мире все прекрасно понимали, именно в это время началось открытое противостояние между Филом и казино Боргата, которое он умело обыгрывал более чем на 10 миллионов долларов. Кажется, что скандалы сопровождают Фила большую часть его жизни, особенно его история с казино Боргата, которая тянет на отдельный подкаст. Если рассказывать вкратце, то казино допустили к игре колоду карт по рубашке, которой можно было точно угадывать номиналы. Обнаружив такой баг, Айви поспешил им воспользоваться. Сперва он обчистил казино в Лондоне на несколько миллионов, а после переместился в Вегас, где продолжил играть в баккара и забирать миллионы долларов. Довольно быстро баг раскрыли, после чего началась многолетняя тяжба между Айви и казино. Сам герой не признавал себя виновным и во всем винил свою удачу. Однако у казино длинные руки, из-за которых Фил временно прекратил играть на территории США. Казино каким-то образом удалось получить разрешение на конфискацию выигрышей Фила, из-за чего он лишился своих выплат за ВСОП 2019 года. Сегодня Филу удалось найти компромисс с казино, который не разглашается на публике. Скорее всего, дело было закрыто, так как Фил вернулся за американские покерные столы и хочет выиграть очередной золотой браслет. Фил скромный и приятный человек, который никогда не скопится на чаевые и регулярно принимает участие в благотворительных инициативах. Он не выставляет на показ дорогие украшения, не хвастается своими покупками, однако это не мешает ему жить по-настоящему красиво.
Начнем с места проживания. У Фила есть замечательный особняк в одном из самых популярных районов Мексики. О другой недвижимости широкой общественности неизвестно. Но во время скандала с Боргато всплыла информация, что казино может через суд конфисковать недвижимость в Вегасе и других штатах. И речь шла не об одном домике, а о десятках объектов. Поэтому можно смело предположить, что у Фила далеко не один особняк по всему миру. На чем же ездит Фил? Сегодня его сложно поймать за рулем, но в его коллекции точно есть Mercedes McLaren F1, стоимость которого исчисляется сотнями тысяч долларов. Также Фил снимался в рекламе Крайслера, но маловероятно, что он смог сменить эксклюзивное авто на машину массового производства. Когда нужно перемещаться между штатами или странами, на помощь приходит личный самолет Ави. Небольшой джет, внутри которого все выполнено по высшему разряду. Фил часто летает на нем с другими покеристами и не против поиграть в покер на высоте 10 тысяч метров над землей. Ранее на сериях Фила сопровождал его личный шеф-повар, а если ему нужна была стрижка, это делал также личный мастер, который приезжал в любую точку США и приводил прическу Poker Pro в порядок. При этом Фил скромный и приятный человек, который не хвастается своим богатством. В 2018 году, когда он впервые прилетел в Россию на покерную серию, он терпеливо и с улыбкой раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими. Представляете, сколько раз ему пришлось улыбнуться на камеру за те несколько дней, что он провел в казино Сочи. Благо, вместе с ним прилетели и другие известные покеристы, которые хоть на чуть-чуть смогли взять на себя армию фанатов. В последние пару лет имя Фила не так часто появляется в заголовках покерных СМИ. Он продолжает играть дорогие турниры, но делает это выборочно. Его любимые серии ВСОП и Тритон Покер, где Айви играет по самым высоким ставкам. Также он иногда появляется на фестивалях ВПТ и Super High Roller Series, на которые не пропускают турниры стоимостью 250 тысяч долларов. В завершение расскажем несколько интересных фактов о Филе Айви, о которых вы могли не знать. Фил не любит самостоятельно складывать фишки в пакет, когда турнир уходит на перерыв. Он дает $100 дилеру, чтобы он сделал это за него. Богатые люди скупы? Это точно не про Фила. Однажды после заноса он оставил дилеру 90 тысяч чаевых. На австралийской серии Aussie Millions у турнира за 250 тысяч долларов есть негласное название – турнир Фила Айви. Он выиграл его трижды, что никому не удавалось повторить. Фил Айви был женат на протяжении 9 лет. С 2009 года он не афишировал свою личную жизнь. С большей вероятностью мы сможем наблюдать за игрой Фила уже совсем скоро. Он точно не пропустит рекордную серию ВСОП, которая начнется уже в конце мая. На ней разыгрывается рекордное количество браслетов, и Фил точно не упустит шанс пополнить свой банкролл и положить в свою копилку очередной золотой браслет. Ведь последний браслет он держал в руках в далеком 2014 году. На сегодня все. Также читайте биографию Фила на нашем сайте. Ссылка останется в описании. Спасибо, что смотрите. Задавайте свои вопросы в комментариях. И не забудьте посмотреть на нашем канале 6-й выпуск рубрики «Вопросы тренерам Академии покера». Сразу предупреждаем, вопросы совершенно не касаются покера. И переходите по ссылке в описании, чтобы получить скидку на курс обучения покеру в нашей Академии. Всем пока-пока.